Нападение на силовиков в Чечне. Есть пострадавшие. Подробности удаления канала «Миллионника» из Телеграм и новая жертва Z-сообщества. Всем привет, это новости «Воздух» на Ходорковский лайв. Сейчас расскажу обо всем подробнее. Более 60 населенных пунктов четвертые сутки остаются без электричества после урагана в Сибири. Только в Красноярском крае это 33 тысячи человек. Пожары на прошлых выходных раздул сильный ветер. Например, его порывы в Иркутской области достигали 34 метров в секунду. В этом регионе, а также в Хакасии, Алтайском крае, Республике Алтай и Красноярском крае ветер срывал крыши со зданий, сносил большегрузы с трасс, становился причиной подтоплений. И пожаров. Раздутый ветром огонь перерос в крупные природные палы, которые в итоге дошли до жилых домов. На вчерашний вечер огонь уничтожил больше 50 строений, в том числе свыше 30 частных жилых домов. В 4 районах Красноярского края действует режим ЧС из-за обрушения труб котельных и отключения тепла. По факту сорванных крыш начала проверку прокуратура. Также режим ЧС введен в Забайкальском крае. Там действует 36 природных пожаров. Глава региона в своем телеграм-канале написал, что большинство из них в этом году произошли по вине человека. В ближайшие дни обстановка может ухудшиться. Синоптики прогнозируют в крае 8 и 9 апреля шквалистый ветер порывами до 30 метров в секунду. Российская армия продолжает обстрелы Украины. Накануне вечером в Днепровском районе Херсона 40-летний мужчина получил травмы после атаки дрона. Его отвезли в больницу. В Константиновке Донецкой области 1 погибший и 2 раненых, в том числе 9-летняя девочка. Повреждены 8 частных домов, линии электропередач и еще несколько зданий. Уже ночью шахеды ударили по Днепропетровской области. По словам главы местной военной администрации Сергея Лысака, обошлось без пострадавших, но повреждена инфраструктура. Ну а на стороне России в селе Лемешовка Севского района Брянской области накануне вечером из-за атаки дрона погиб мирный житель. Всего за ночь Минобороны отчиталась о 23 сбитых дронах. И пока, несмотря на разговоры о перемирии, военные действия не прекращаются, Дональду Трампу остается только в очередной раз выражать свое неудовольствие ситуацией. Вот что он заявил в ходе встречи с израильским премьер-министром Нетаньяху в Белом доме. With the bombing, because they're bombing like crazy right now. They're bombing. I don't know what's happening there. That's not a good situation. So we're meeting with Russia. We're meeting with Ukraine. And we're getting sort of close. But I'm not happy with all the bombing that's going on in the last week or so. Horrible. It's a horrible thing. It's a horrible thing. В Еврокомиссии предложили ввести 25% пошлины на импорт некоторых товаров из США. Это должно стать ответным шагом на введенные Трампом тарифы на европейскую продукцию. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на документы. В них перечислены несколько десятков товаров. Ранее агентство Рейтер писало, что повышенные пошлины могут в том числе коснуться мяса, круп, одежды, жвачки и других товаров. Соответствующий план страны-члены ЕС должны одобрить в ближайшие несколько дней. Bloomberg называет конкретную дату – 15 апреля. Тогда введут 25% пошлины на отдельные товары, а основные ответные меры вступят в силу в мае. При этом, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европа готова к переговорам и предложила США взаимно отменить пошлины на промышленные товары. Однако до сих пор, цитата, адекватного ответа на это предложение не последовало. Конец цитаты. Напомню, Трамп ввел повышенные пошлины на товары из других стран 2 апреля. В целом для товаров из Евросоюза установили тариф в 20%, но для стали и алюминия его подняли до 25%. АвтоВАЗ приостанавливает выпуск своей самой популярной машины «Лада Гранта». Об этом сообщает паблик «Автоград» в социальной сети ВКонтакте. По его данным, 25 апреля – последний рабочий день у персонала, задействованного в производстве. До мая сотрудники будут находиться в корпоративном отпуске, после чего, как ожидается, вернутся к работе. Ранее телеграм-канал Мэш писал, что российский завод может приостановить работу целиком. Причина очень простая – машины не покупают. В Чечне неизвестный с ножом напал на пост ДПС. Один из полицейских получил ранение, сам нападавший ликвидирован. Об этом сообщает связанный с силовиками канал 112. Инцидент произошел накануне вечером в городе Ачхой-Мартан на улице Кадырова. В районе места происшествия перекрыли дороги. Полиция устанавливает обстоятельства.
Телеграм удалил более 370 тысяч публикаций и каналов по требованию Роскомнадзора. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, комментируя агентству ТАСС ситуацию с удалением канала ВЧК ОГПУ. Роскомнадзор неоднократно требовал от Telegram удалить конкретные материалы канала ВЧК ОГПУ и сам канал из-за фейков и экстремизма. Что же касается решения об окончательной блокировке ВЧК ОГПУ, в ведомстве заявили, что этот вопрос стоит направить администрации Телеграма. В самом же Телеграме на запрос издания агентства ранее заявили, что канал удалили его владельцы. Ну а те, в свою очередь, утверждают, что этого не делали и продолжают свою работу на резервном канале. В комментарии изданию «Важной истории» авторы ВЧК ОГПУ рассказали, что власти плотно занялись каналом около года назад. Уже установлено, что тогда речь шла о физическом громком устранении основателя канала и тем самым прекращении работы канала. Это было необходимо, чтобы показать, что у российских спецслужб длинные руки по теме Телеграма. Физическое устранение не получилось, но все удалось сделать еще более громко и показательно. Теперь любой канал может быть просто удален из Телеграма по желанию российских властей. Напомню, канал «Миллионник» ВЧК ОГПУ был удален накануне утром. В первую очередь он был известен публикацией сливов и компромата на российских чиновников. В прошлом году канал признали иностранным агентом. В Москве появилась реклама конкурса эскизов памятника так называемым героям СВО. Организаторы сего действа – Фонд «Защитники Отечества», путинской племянницы Анны Цивилевой и Московская финансово-юридическая академия. Изначально конкурс был рассчитан на месяц, с конца января по конец февраля. Однако его продлили аж до 30 июня, судя по всему, из-за отсутствия заявок. Впрочем, похоже, что и продление сроков не помогло, и пришлось закупать рекламные площади. Что характерно, в самих правилах конкурса уже прописано, как должен выглядеть памятник. Он, цитата, может представлять собой комплекс из фигур бойца и членов его семьи. В основе монумента образ крыльев ангела, который символизирует защиту от зла и тяжелых испытаний. Символ крыльев должен стать обязательной частью эскиза. Конец цитаты. Так что у будущих Церетели и Щербаковых не так много пространства для творческих экзерсисов. А вот где будет размещено изваяние, пока не уточняется. Блогер Алексей Жидковский провел тотальный диктант в Московском колледже. И теперь главные борцы за нравственность, российские чиновники и ура-патриоты, требуют проверить и его, и само заведение на пропаганду ЛГБТ. В числе недовольных певица Вика Цыганова, создатель паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков, православное движение 40-40 и глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Вот что последний написал у себя в телеграм-канале. Только вдумайтесь, спикером на тотальном диктанте выступил блогер, мужчина, который намеренно выглядит как женщина. И именно его организаторы решили пригласить спикером за бюджетные средства из фонда президентских грантов мужика в юбке, который навязывает подрастающему поколению нездоровые псевдопрогрессивные западные ценности. Конец цитаты. Напомню, что в 2018 году сразу несколько журналисток обвинили самого Слуцкого в домогательствах. Это, судя логике депутата, здоровые и по-настоящему прогрессивные ценности. Постом в Телеграме дело не ограничилось. Слуцкий заявил, что подал заявление в прокуратуру. Главная доносчица страны, и с недавних пор девушка-певца шамана Екатерина Мизулина, молчать тоже не стала. Поддерживаю возмущение общественности и депутатов. Кроме того, крайне странно, что некоторые отечественные соцсети в ситуации, когда ЛГБТ признаны экстремистским движением, активно продвигают такого нетрадиционного блогера, даже ставят его видео в рекомендации и приглашают спикером на фестивале, где много детей. Впрочем, это уже не первый раз, когда Z-сообщество выражает свое недовольство Жидковским. Например, в прошлом году ура-патриотические каналы возмущались, как открыто он работает в России после начала войны. Однако пока что Жидковскому каждый раз удается выходить сухим из воды. Возможно, не последнюю роль здесь играет дружба с Кристиной Потупчик, которая отвечает за прогосударственную пропаганду в Телеграме. В 2020 году Жидковский даже призывал поддержать принятие поправок в Конституцию. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, смотрите другие видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Так вы помогаете нам шире распространять информацию. И также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы дублируем там весь контент, в том числе в аудиоформате. И главное, берегите себя.